Добрый день! Любите получать подарки? У нас в Корее грядет такой день, когда все корейцы друг другу дарят подарки. И нам тоже достается. 20 числа или за недельку до этого много-много подарков будет приходить в нашу квартиру с помощью почты. Что за подарки, что за день, сейчас я вам расскажу. Меня зовут Андрей, я профессиональный гид в Сеуле, хожу по Сеулу и по Корее и рассказываю про Корею. Вот сегодня мы будем рассказывать вам о Чусоке. Чусок — это праздник корейский, один из двух самых больших, судя по количеству выходных дней. 3 выходных дня в праздник Чусок, точно так же, как и в лунный Новый год. Но лунный Новый год был у нас, естественно, зимой, где-то в феврале, в январе он бывает, а Чусок грядет 20, 21, 22 сентября. Вот сейчас проверю по календарю. Да-да-да. 19 сентября, воскресенье, получается 4 выходных дня подряд. Раньше корейцы, если такой вот праздник выпадал на субботу или на воскресенье, они не переносили. Но сейчас в связи с тем, что безработица растет, чтобы как-то скрытно с этой безработицей бороться, Чусок, лунный Новый год, если выпадает на субботу или воскресенье, переносит этот день. В общем, получается длинные такие выходные, больше, чем 3 дня. Ну, в данном случае 4 дня. Так вот, значит, на Чусок корейцы дарят друг другу подарки. А что это за праздник такой? Чувствуете, осень, уже собрали урожай, нужно, соответственно, поделиться тем, что ты собрал. Вот ты собрал тыкву, надо подарить соседу. Пак, кстати, фамилия Тыков означает. Самый первый у нас король корейский был Пак, государство Силла. Там этот праздник и произошел, судя по всему, потому что именно в 15-й день 8-го лунного месяца, а 20 сентября в этом году и есть 15-й день 8-го лунного месяца. 20-й день 9-го солнечного, 15-й день 8-го лунного. Так вот, в 15-й день 8-го лунного месяца король государства Силла номер 3, Юрий его звали, приказал жителям государства Силла мериться силами. Сила силами. Ну, что я вам рассказываю? Дайте я лучше прочитаю. Выдержка из исторической хроники. Хроника называется Самгук Саги. В 9 году правления короля Юрия, это значит 32 год нашей эры, весной были изменены наименования 6 общин. И им даны были фамилии. Ну, неважно, какие фамилии, вы их сами знаете, наверное. После установления названий 6 общин, Ван, король, то есть, разделил их на 2 части и приказал 2 своим дочерям, принцессам получается, чтобы, собрав девушек в каждой из общин, из частей точнее, образовали с подругами 2 группы, которые со дня Кэман, это 16-й день 7-го лунного месяца, значит, тому месяц назад, так вот, с дня Кэман, 7-го месяца осени, должны были каждый день собираться во дворах 6 общин и ткать с раннего утра до 2 части ночи. Это около 10 часов вечера получается. 15 числа 8 месяца подсчитывали, кто из них сделал больше, и потерпевшие поражение устраивали для победителей угощения вином и едой, сопровождая его угощение песнями, танцами, всевозможными играми. И поиграть любили в силу. Это называлось увеселительным представлением КБ. КБ, вот праздник, который сейчас называется Чусок, осенний вечер, а тогда он назывался КБ. Тогда одна девушка из побежденных домов, исполняя танец, вздыхала «Хесо! Хесо!» и звуки эти вызывали сильную жалость. Проиграла, потому что. Впоследствии на этот мотив люди сложили песню, которая называлась «Хесо Кок». Мотивы Хесо или песня Хесо. Вот такой праздник был и продолжается по сей день и является одним из 2 самых главных праздников у корейцев по количеству выходных дней. 3 штуки, напоминаю. Ну ладно, давайте перейдем к подаркам. Сегодня мы были в магазине Costco. Мы, в смысле я и моя жена. Знаете мою жену? Красавица, да? Вот, если не знаете, то посмотрите вот это.
Вот это вот видео посмотрите, и там ее увидите, она вас знакомит с другим магазином. Она любит по магазинам ходить. Ну вот, сегодня тоже мы пошли в магазин, точнее поехали, потому что обычно из магазина Costco мы возвращаемся с большими сумками. Costco это такой, как метро в Европе. Costco, наверное, американский магазин. Он огромный, и там много чего продают. И продают, вы знаете, предпринимателям. Я предприниматель. У меня есть свидетельство о том, что компания у меня имеется. Карточка есть. А потом вот тот, кто зарегистрировал вот эту карточку в Costco, может всех своих родственников и знакомых на эту карточку подключить. Ну, может быть, не всех, но несколько человек точно может. Ну, в общем, раз у нас есть компания, то мы с этой компанией, фирмой, отправляемся в Costco, и там много таких ходит. На самом деле это просто самый обычный магазин, но почему-то вот они ждут в гости предпринимателей изначально. Приближается часок, естественно, на этот часок там очень много подарков. Вот давайте с ними и познакомимся поближе. Какие подарки друг другу корейцы дарят на часок? Давайте смотреть. Магазин серьезный такой, поэтому я немножко постеснялся там по магазину с камерой ходить. Телефоном нормально, все сами там щелкают, предприниматели и якобы предприниматели, а вот с камерой большой так неудобно ходить. Вы знаете мою камеру? Большая такая, да? Поэтому я пощелкал на телефон и решил, про подарки я лучше расскажу дома, вернувшись домой. А в магазине просто пофотографирую, немножко видео снял на телефон. Давайте поэтому знакомиться. Я сейчас буду по своему телефону смотреть, что я там наснимал, и рассказывать вам про подарки. Ну, во-первых, Costco Wholesale. Wholesale это значит оптовый магазин. Ну, об этом я уже рассказал, что это якобы оптовый магазин. Или оптовый, как правильно, не знаю. Напишите, как правильно, оптовый или оптовый. Да, кстати, накупили мы, вот смотрите, какая корзина. Накупили мы гораздо меньше, чем самый дорогой набор мясо. Подарочный набор. Смотрите, это наша корзина, а вот набор мясной, который стоит 430 примерно долларов. А мы накупили на 350 долларов. Накупили много, если честно. Среди традиционных подарков на часок рыба. Между прочим, у нас, у компании нашей Интетур, есть партнер, называется Инчонская английская деревня, и он нам все время дарит рыбу. Но не такую, которую я вам сейчас покажу. У них, наверное, там дядя работает на рыбной фабрике, знаете, как на Гуталиновой то же самое. И все время они пачками высылают рыбу. Уже несколько лет мы с ними работаем, и все время рыба к нам приходит на лунный Новый год и на часок обязательно. Вот такой брикет мороженой рыбы. И там внутри обычно рыба-сабля, нарезанная на кусочки, потом рыба-кодено и рыба с выпученными глазами, морской лещ обязательно там находится. Если придет, я вам специально сфотографирую, наверное, в Инстаграм повешу. Корейцы друг другу дарят рыбу сушеную. Вот сушеная рыба, и сколько она стоит, посмотрите, пожалуйста, и сядьте на стул, предварительно сядьте на стул. Хочу вам заметить, что подарки на часок и на лунный Новый год, они обычно дороже стоят, чем те же самые продукты, не упакованные в коробку и не приуроченные к этому самому празднику. Поэтому вы делаете скидку, так сказать, на праздники, на то, что владельцы магазинов пользуются этим праздником в своих личных, корыстных, владельца магазинных целях. Мясная лавка. И очень много из этого мяса как раз предназначено тоже в качестве подарка. Подарочный набор зачастую в Costco, потому что все-таки эта сеть пришла из-за границы, наверное, из Штатов, дублируется речь корейская, письменность корейская английским языком. Ну, иностранцев там много. Я и очень часто слышу и русскую речь, и монгольскую речь. Иногда вы увидите, в том числе и на английском языке, стоимость и название того, что, собственно, предлагается в качестве подарка. Крабы, маленькие корейские крабы. Если большой краб, то он обычно не корейский. Он обычно толстоногий такой, он с Камчатки. А если краб большой и ножки тоненькие, то этот краб как раз корейский, снежный краб. Хотя бабушка еще надвое сказала, может он корейский по виду, а по сути тоже оттуда, откуда-нибудь с Камчатки. А вот если краб маленький, вот такого размера примерно, он как раз корейский. Вот коробка корейских крабов, рыбки, хвосты говяжьи. Представляете, берете хвост коровий, красиво его пакуете, спиралькой заворачиваете и продаете за
$79, кажется, примерно. Вот этот набор в качестве подарка на осенний вечер. Чувствуете, как красиво упакована рыба? Буквально так и хочется ее съесть. Хлобысь, хлобысь об стол, бутылку пива корейского или японского или китайского. Это рыбка кульби называется такая. Но на самом деле ее на пару размачивают и делают из нее какое-нибудь блюдо. Не обязательно ее именно в виде воблы потреблять с пивом. Вы знаете, самая ценная часть в корове у корейцев зачастую не даже вот мраморная ее часть, не знаю, откуда она берется, а ребра, кости. Получается набор костей и стоит космических денег, особенно на чусок и на лунный Новый год. Знакомьтесь, значит, кальби называется по-корейски. Кальби – это мясо на ребрах, но там ребер гораздо больше, чем мясо, собственно. Вкусно получается, но вот меня лично жаба душит платить большие такие деньги за кости, которые потом выкидываются, кстати. Собаке, правда, моей нравятся, да. Слушайте, я совершил большую ошибку. Не то, что ошибку, я просто не нашел спам. Знаете, что такое спам? Это вот то, что приходит на почту, и вы не хотите это видеть. Вам насильно всучают спам, да? А вообще происхождение от ветчины консервированной, американской. Spicy или spiced ham. Название компании, которая вот эту вот ветчину в консервных банках с незапамятных времен предлагала сначала американцев, и у корейцев это тоже укоренилось. И очень часто вот на чусок, на осенний вечер корейцы друг другу дарят наборы. Там будет спам, подсолнечное масло или масло в корейских реалиях лучше, кунжутное, например. Да. Или просто целый набор спама. Кстати, нам тоже в качестве подарков сюда на дом приходит. Парочка-троечка спамов в таком вот большом количестве приходит. Мы их потом иногда передариваем. На входе в Costco, это получается первый этаж, это на входе, а еда вся внизу, на минус первом этаже. Так вот, на входе, где промышленные продукты, на входе вас встречают еще и напитки. Спиртные, естественно, напитки, которые там появляются аккурат к праздникам. Ну, в частности, к осеннему вот этому самому вечеру, который по-нашему называется чусок. По-нашему, по-корейски. Вот смотрите, какие наборы алкогольных напитков или отдельные бутылки появляются к празднику чусок. Будете дарить корейцам подарок, алкогольный, например, захотите вот подарить, почему бы нет, балантайн дарите. Почему-то корейцы считают, что балантайн это очень крутой виски. Слышали, кстати, про балантайн? Но вот здесь вот в Корее балантайн это подарок номер один. Если не по качеству, то по популярности дарения балантайн. Ну что, нравится рассказ мой про корейские подарки на праздник осенний вечер, чусок? Если нравится, не забудьте лайк поставить. Тогда это видео увидит гораздо больше народа, и все узнают, что корейцы дарят друг другу на праздник чусок. Ну, пожалуй, про подарки на праздник чусок у меня все. Если вам интересно послушать про сам праздник чусок, про то, как корейцы его празднуют, какие хороводы вводят, какие песни поют и чем еще занимаются в чусок, все-таки 3 дня, в этом году 4 дня отводит государство на праздник, тогда пишите, пожалуйста, в комментариях. Да, вот хотим услышать про традиции праздника чусок. Я на этом с вами прощаюсь. С вами был Андрей, гид профессиональный из Сеула. До новых встреч. Пока!